Яна, доброе утро. Хочу рассказать о встрече с духами. На днях я, как всегда, пришла с работы, смотрю, у меня нет свечей. И спрашиваю, куда делись мои свечи. Но мне говорят, что мой сын их выбросил. Я звоню сыну и говорю, где мои свечи. Он говорит, я их выбросил. И мне до того так обидно стало, я села и заплакала. Заплакала и как никогда легла спать очень рано. Я сказала, подожди, вот ты придешь домой, я с тобой разберусь. Я такая вся разбитая, убитая, легла спать. Даже не слышала, как сын вернулся в игротеке он был. Вернулся, как он лег спать. Но я четко, ясно услышала стук дверей, и выскочил мой сын. Он говорит, мам, говорит, можно я здесь, говорит, лягу спать? И я говорю, а в чем дело? Ты знаешь, говорит, меня, говорит, кто-то, говорит, швырнул, говорит, я, говорит, что-то, говорит, увидел. И я ему так еще сказала, не надо было моих свечей выбрасывать, вот тебя и как бы наказали. Вот уже несколько дней прошло, и я вот, ну, для меня это, конечно, странно, удивительно, то, что как бы то, что я проводила ритуалы, я чувствовала, что ко мне вот эти вот духи, они как бы привыкали а, к моим ритуалам, то, что я делаю. Я хочу сказать то, что они как бы даже и немножко заступились за меня. То, что вот наказали моего сына, напугали его, то, что он выбросил моих свечей. Я вам сейчас объясню. Духи, когда вы делаете ритуалы, когда вы призываете их, когда вы с ними дружите, просите, благодарите, да, откупаетесь и так далее, духи, они отвечают, в отличие от людей, они отвечают верностью. Значит, они отвечают помощью. Подождите секунду, сейчас объясню. Ян, парень, который просил за сестру, пусть напишет мне, потому что это такой случай, мне лично надо ему сказать, что делать. Это не по консультации. Так, дальше. И они начинают за вас заступаться. Они начинают за вас заступаться, когда начинают над вами издеваться или запрещают вам заниматься этим. Вот когда я говорю вам, что древние силы, они сильнее, чем религия, вы, вот может кто-то обижается. Вот теперь смотрите, люди, которые верили в христианского Бога, да, молились в христианского Бога, их бросили ко львам в Колизее. Этот Бог им помог, этот Бог им не помог. Их разорвали звери, правда? То есть таких случаев же много. Много же у нас великомучеников, святых. То есть за них не заступился никто, правда? Они были убиты. Значит, в мечети огромной во время похода крестоносцев собрался весь народ и начали на коленях молить Аллаха о спасении. Мечеть сожгли, а внутри находилось более 3000 человек. Помог их Бог этим людям? Нет. Он помог, он услышал их молитвы, их намаз, их мольбу, их просьбу, когда люди знают, что скоро их убьют и еще и заживо сожгут. Мне кажется, это такой ужасающий страх и просьба вот от всей души. Не помогли, правда? Так вот, ни с этой стороны, ни с той стороны никто вас не слышит и никому вы не нужны. Но теперь смотрите, как только вы начинаете делать ритуалы, как только вы начинаете приближать к себе духов, они начинают за вас заступаться. Это уже не первый случай. То есть это говорит о том, что религии за человека не заступаются, даже если он верен им и просит у них.
А древние силы помогают человеку. Вот смотрите, разница есть. Это значит, древние силы тебя любят. Так вот, много таких случаев. Мне одна женщина рассказала, что муж, значит, разбил все, что там было дома. Взял, разбил эти статуи, разбил, выкинул, значит, все там вдребезги, там чуть ли не у ее ударил и так далее. Я сейчас не про молитвы говорю, вы не понимаете меня. Я говорю о том, что есть сила, которая заступается за вас. Это древняя сила. И более никакая. Видите, как только обидели человека, он сразу пришел на помощь и напомнил, что этого не допустит. То есть вас не затронут. Всегда. Вы попросили мести, ваших врагам отомстили. Вы попросили это, вам это дали. Это говорит о том, что эта сила за вас мстит. Теперь послушайте дальше. Значит, что случается? Он выкидывает, разбивает все. Она говорит, я рыдала, я его проклинаю. Я говорю, ты увидишь, тебе еще покажут. Он говорит, это все херня, это все, это детский сад, это все эти колдовство, молдовство. Чтобы я больше не слышал, садится за руль и едет на работу, ночную смену или что там у них. Через минут 20, говорит, мне звонят. Ой, там, Марина, ты не представляешь, что случилось. В общем, муж твой чуть там не умер. Значит, он ехал, и тут сзади слышит голос. Слушай, ты дерьмо, ты долго будешь издеваться над ней? И он говорит, перепугался, он подумал, что кто-то залез к нему туда, или кто-то был, понимаете, кто-то это слышал. И кто-то там был свидетелем вот этой драки. И теперь, значит, сел в машину тайком, но как он туда перебрался, непонятно. Голос продолжает. Сегодня тебя предупреждаем, в следующий раз останешься без головы. И его толкает так сильно на руль, что он переворачивает машину. В общем, машина вдребезги, и его отвезли в больницу с тяжкими такими ранениями. Он потом рассказывал. Потом он говорит, когда я пришла к нему, он говорит, знаешь, что я тебе скажу? Пошли бы вы куда подальше. Что хочешь, покупай, ставь. Только мне не показывай. Мне все равно, чем ты занимаешься, только меня не трогай. И, говорит, после этого вообще слова не говорит о свечах, о статуях. Вообще. Мимо проходит комнаты, мне выделил, туда не заходит. Так вот, дорогие друзья, эта сила за вас заступается. Понимаете? Эта сила заступается за вас, как только вас обижают, и тем более, если не дают вам спокойно ритуалить, спокойно почитать их, благодарить их, ведь они же берут эту энергию, да, благодарность и так далее. Вот, да. И чем больше вы обращаетесь к ним, тем больше вы начинаете замечать, что любой, кто вас обидел, даже близкий человек, очень жестоко за это расплачивается. И это факт. Поэтому уж представьте, что если они заступаются так за простых людей, как они заступаются за ведьму. Ваш сын больше никогда не посмеет трогать эти свечи и что-либо еще, потому что это ему урок. Они бы ничего с ним не сделали, они бы не убили его, не искалечили, нет. Они просто ему показали его место. Они сказали, сопляк, нам по 100 тысяч лет, а ты вчера родился на свет. Ты что, будешь указывать, где нам обитать и что делать? Понимаете?